Привет, меня зовут Пол, и моя цель изменить твой английский раз и навсегда. В этом уроке ты наконец-то разберешься, зачем же нужен артикль в английском языке и какую неоценимую роль он играет в разговорном английском. В общем, устраивайся поудобней, мы начинаем! Итак, все мы знаем, что тема артиклей очень скучная и сложная из-за обилия правил и исключений. Но тем не менее, отсутствие их в речи приводит к тому, что в английском ты можешь звучать как приезжий с очень сильным акцентом, который вообще не изменяет падежи. Ну, вы знаете этот стиль. Me no study, me no care, me go marry millionaire. If he die, me no cry, me go marry another guy. Что в русском переводе будет звучать как «я не учиться, я не переживать, я жениться на миллионер. Если он умирать, я не плакать, я жениться на другой парень». Пример, конечно, немного утрированный, но суть ты понял. Без артиклей носители языка будут воспринимать тебя частично в такой форме. Поэтому, хочешь не хочешь, а разобраться с артиклями и пользоваться ими все же придется. Артикль показывает, что впереди стоящее существительное находится в единственном числе. Этому нас учили в школе. Окей, а то, что в устной речи артикль нужен, чтобы легко соединять слова между собой, нам почему-то сказать забыли. И чтобы ты понял, насколько это важная функция данной части речи, предлагаю провести небольшой эксперимент. Смотри, нужно максимально быстро и связно прочитать несколько предложений. Сначала с артиклем, потом без. И почувствовать, какие предложения произносятся легче и имеют более высокую степень непрерывного речевого потока, так называемого flow. Приступаем. Сначала я буду читать предложение с артиклем, а потом без. И ты почувствуешь разницу. They take a break. They take break. He brings a cake. He brings cake. She drinks a shake. She drinks shake. Видишь, без артиклей даже такие маленькие предложения не звучат единым целым, а разбиваются на две или даже три части. Если по каким-либо причинам тебе не удалось услышать существенной разницы, то этот немного кринжовый музыкальный пример я делаю специально для тебя. Поехали! Данные примеры будут звучать с артиклем. Слушай внимательно. They take a break, he brings a cake, she drinks a shake. Shake, shake, shake. Так, что-то я немножко увлекся. Теперь примеры без артикля. Почувствуй разницу. They take break, he brings cake, she drinks shake. Теперь понимаешь, неважно, насколько быстро ты произносишь слова. Без использования артикля твоя речь никогда не будет звучать красиво и связно, так как ты будешь постоянно иметь микроразрывы между словами. Также помни о том, чтобы не произносить артикль как отдельное слово, так как его основная задача – связывать конец предыдущего и начало нового слова. Надеюсь, это понятно. Идем дальше. Смотри, существует два базовых артикля – a и n. Например, a car, a friend, a phone, an apple, an elephant, an iPhone. Ни в коем случае не думай, какой именно из них нужно использовать. Вместо этого приучись пользоваться артиклем на автоматизме, так как он используется в 95% случаев. Ты сам почувствуешь, когда понадобится другой артикль, такой как n. Например, a apple, an apple, a elephant, an elephant, a iPhone, an iPhone. Чувствуешь разницу? Когда два гласных звука накладываются друг на друга, то произносить их очень проблематично. В этом случае нужно использовать артикль n, чья роль такая же, как и артикля связывать слова между собой и показывать, что существительное находится в единственном числе. Ну что, с видами артиклей прояснили? Двигаемся дальше. Обычно артикль ставится перед существительными. Например, it's a book, it's a lesson, it's a talk.
Но когда перед существительным стоит прилагательное, оно берет артикль на себя. Например, it's a new book, it's a cool lesson, it's a real deal. Надеюсь, с артиклями a и n мы разобрались. И перед тем, как мы перейдем к практике, стоило бы сказать, что есть еще один артикль the, который довольно сложный в использовании, поэтому мы разберем его в отдельном уроке. По моему мнению, лучше будет не распыляться, а закрепить на практике то, что мы только что выучили касательно общих артиклей a и n. Согласен? Тогда переходим к практической части нашего урока. Итак, в первом задании тебе нужно поставить артикль a или n перед существительными. Слова очень простые – овощи и фрукты. Выполнять будем вместе. Сначала читаем слово без артикля, затем произносим с одним из артиклей. Давай попробуем. Lemon, a lemon, apple, an apple, potato, a potato, cherry, a cherry, avocado, an avocado, peach, a peach, apricot, an apricot, kiwi, a kiwi, tomato, a tomato, orange, an orange, onion, an onion, cucumber, a cucumber. Надеюсь, ты не прочитал последнее слово как кукумбер. А если даже и прочитал, то знай, что огурец переводится как cucumber. Забавное слово, знаю. Возвращаясь к практике, это было неплохо, теперь попробуем немного усложнить. В этот раз давай удлиним предложение и поучимся добавлять артикль перед прилагательными. Выполнять будем по тому же принципу. Первый раз читаем без артикля, второй раз читаем с одним из артиклей. Поехали! It's yellow lemon. It's a yellow lemon. It's red tomato. It's a red tomato. It's big apple. It's a big apple. It's green cucumber. It's a green cucumber. It's red cherry. It's a red cherry. It's orange apricot. It's an orange apricot. Отлично. Теперь ты знаешь все про базовые артикли и как они важны для коннекции слов. Обязательно пользуйся ими, чтобы говорить качественно и связно. Спасибо за твое бесценное время. Ты красавчик. Жду тебя на следующих уроках. Have a great time. Друг мой, если тебе понравилось данное занятие, а также мой подход к изучению английского языка, то я приглашаю тебя стать моим учеником. Свяжись со мной и записывайся на индивидуальные, парные или групповые занятия. Всевозможные варианты связи ищи в описании под этим видео. Ну а если ты из тех, кто привык всего добиваться сам, то приобретай мои методички и достигай поставленных целей быстрее и эффективнее. Благодарю за внимание, всех благ!